Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный, любимый миллионами по всему миру рождественский десерт. Это жареный миндаль, как на рождественской ярмарке. Многие думают, что его невозможно приготовить дома. Я же сегодня показываю, что его можно очень просто приготовить дома в самых простых условиях. Итак, 100 мл воды я наливаю в сковороду с тефлоновым покрытием 24 см в диаметре сковорода, 200 грамм сахара, 1 чайная ложка с горкой корицы. Специи здесь можете брать по желанию. 8 грамм ванильного сахара. Вы можете использовать здесь самые любимые свои специи. И имбирь, и кардамон, и гвоздику, все, что вам нравится. Сейчас я эту массу довожу до кипения. Сахар растворится. Закипела масса. Я всыпаю туда 200 грамм необжаренного и неочищенного миндаля. Сейчас при непрерывном помешивании в сковороде с толстым дном на умеренном огне я довожу эту массу не просто до кипения, а до того состояния, чтобы вся жидкость из нее выпарилась. Лопатку, конечно, нужно брать здесь деревянную, потому что никакая силиконовая лопатка здесь не справится. Жидкость должна полностью выпариться. И сахар должен опять начать белеть на орешках. Это правильно, это так и должно быть. Здесь я еще раз хотела бы упомянуть про специи. Если кто-то никогда не пробовал этот десерт, классический вариант, конечно, всегда делается с корицей и ванилью, как я и показываю в этом видео. Сейчас, когда полностью у меня побелели орешки, я включаю плиту на полную мощность и прожариваю примерно 20 секунд всю эту массу на полном огне. По прошествии примерно 20 секунд я из 9 делений выключаю плиту на 3-е деление и буду вот так вот при непрерывном помешивании обжаривать эти орехи еще примерно 2 минуты. Сахар опять начал плавиться. Это хорошо, это нормально, так это и должно быть. Они должны потерять вот эту белесость, эти орехи, и получить такой очень красивый янтарный оттенок. Сахарная масса также будет слегка засахаренная, но уже не такого белесого цвета. Вот этого мы и добиваемся. И в принципе сейчас мои орехи уже готовы. Так просто и быстро это делается. Сразу хочу ответить здесь на вопрос, часто задаваемый в комментариях, можно ли в такой ситуации использовать другие орехи. Можно, но очень аккуратно, чтобы они у вас прожарились, потому что есть очень крупные орехи. И самый частый, наверное, вопрос касаемо орехов задается всегда по арахису, хотя это и не орехи, но отвечу здесь сразу, потому что арахис наиболее доступный по цене. С арахисом любые специи сочетаются очень плохо. Что здесь можно посоветовать, это добавить только ваниль, иначе вы просто испортите этот десерт. Вообще, конечно, в классическом варианте идет именно миндальный орех. И советую его именно использовать. Миндаль готов. Сейчас я пересыпаю его на противень, застеленный пергаментом бумагой для выпечки. Пергамент у меня силиконизированный. И это все на ваше усмотрение. Можете на силиконовом коврике его выкладывать. Остывает он очень быстро. Раскладывать его лучше по бумажным кулечкам, потому что, когда мы покупаем такой десерт в супермаркете, конечно, там добавлены агенты, удерживающие влагу. У нас такого нет, мы готовим в домашних условиях. И так же, как на рождественской ярмарке, где миндаль готовят прямо при нас, он также расфасовывается именно в бумажные конвертики. Я также вот сделала такие кулечки незатейливые, бумажные, и можно подарить как великолепный подарок. И десерт совершенно постный, веганский получается. Хранится этот десерт после приготовления вот в таком хрустящем, хорошем виде от нескольких дней до недели, в зависимости от влажности в помещении. В идеальном случае, конечно, в герметично закрытой стеклянной посуде, в темном месте, так же, как мы храним безе, или в очень плотно закрытом контейнере. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.